And right now we are in the Kievsky district of Donetsk, the capital of the anti-Ukraine government, Donetsk People's Republic forces. And now, as you can see behind me, all these windows here are broken. That's because this school number 65 here was hit by Ukrainian shelling. The residents tell us it was a diversant group that fired on this location. This is a second school. And also a man's lost his life. Now we can see the impact here behind me. We're told that this school has been hit already 3 times, and all these windows have been replaced 3 times by Ukrainian shelling. How much longer do these civilians have to live through this constant attack from Ukrainian territory? We're going to keep showing you everything we can, so stand by, and there's a lot more to come. More reports. Stop slow. Час 15 прилетело 2 снаряда, 2 огромных взрыва было. Вот. Дом содрогнулся, вот я живу здесь. Вот дом белый большой, с зеленым забором. Вот. И оказалось, что это школа. Дочка пошла утром посмотреть, там воронка небольшая. Ну, скорее всего, диверсионка работала, потому что если бы снаряд 150 или 120, то полшколы не было. Ага. Это украинский диверсант, да? Конечно. Тут часто обстреливают нас украинские диверсанты. Особенно в 15-16 году пол поселка спалили. Вот, посмотрите. Ага. Стекол нет. А вот воронка. А можете подойти показать воронку? Да. Вот воронка. А ближе к ней подойдите. Вот она воронка. Еще раз, во сколько это случилось? Это или час 15. Мы все повскакивали с кровати, потому что невозможно спать было. Мы так перепугались все. И где это 2 было выстрела. И второй, видно, или попал туда, или волной. Вот дом. У них побито все забор и стекла повылетали. Небольшой, а рядом. Можете туда пройти. Сильно стреляют в последние дни? Сильно. Особенно вот та сторона. Спартак, аэропорт. Ой, не могу. Тяжело говорить. Как вас зовут? Зоя. А фамилия? Думанова. Мне дети и внуки. 2 внука, 2 детей. Хочется еще пожить и самой. Когда это закончится, когда Путин придет нас спасать. Хватит фотографироваться. Я плачу. А можете рассказать, когда это было и... Это сегодня было, в час ночи. Час 15 где-то было. Мы проснулись все. У нас 5 человек в доме живет. Проснулись все от взрыва, и дом аж качнуло. Вы здесь рядышком живете, да? Вот дом мой, зеленые ворота. Угу. Зеленый это. Долго стреляли? 2 выстрела. Очень сильных было. Один сюда, один, скорее всего, туда, куда-то попал. Можно сказать, что произошло? Что произошло? Ночью произошел взрыв. Я живу сама на поселке. Взрыв этот слышала. Вот. И сегодня утром, когда мы пришли в школу на работу, естественно, увидели, что наша школа пострадала. Вылетели все окна. Украинские силовики кинули снаряд в сторону нашей школы. И мы очень благодарны Богу за то, что это была ночь, а не день, когда здесь сидели бы ученики. Как вы думал, откуда это стреляет? Это украинская армия стреляет. Почему вы... Думаю, мы уверены в этом, потому что 8 лет нам не дают спокойно жить. Украинская армия постоянно стреляют. Поселок вечно страдает.
много очень людей пострадали. Украинский государственный Зеленский сказал, они не стреляют на гражданские мирные люди. Как вы могу сказать за это? Да они вечно врут просто-напросто, для того, чтобы, я не знаю, там, огородить себя или, не знаю, как-то себя обезопасить. Мы знаем, что это стреляют они, потому что никто, кроме них, не может. Я вообще не понимаю, как можно украинскому народу стрелять в такой же украинский народ. Мы раньше жили и дружили, и общались, и все, а теперь вот такая ситуация, что... Хочется пожелать их семьям, чтобы они это все испытали. Можно предзать за себя? Предзать за себя. Кто вы? Я меня зовут Марусина Людмила Николаевна, я учитель начальных классов. В данный момент у меня детки 2 класса. Спасибо большое. And we can see this clear escalation and clear pattern of Ukraine shelling civilian areas and civilian infrastructure. Just this in the last few days. 2 electric substations, a water plant, today 2 schools and a bus station where 1 man lost his life. We're bringing you all the breaking news information that we can, so please stay tuned. Like this video even though it's horrible, subscribe, and let's show the world together by sharing this across all social media